Приветствую вас в студии Кровать 95. Сегодня в гостях у нас Ольга Белинская. Она расскажет нам о Новом годе на Шри-Ланке. Это студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица. Ольга! Субалут Аурудаквева! Что это такое ты сказала? С Новым годом! Какой Новый год в апреле? Мы же находимся на Шри-Ланке, а здесь главный праздник в году, сингальский и тамильский Новый год, отмечают как раз в апреле. Как в Непале. 5 лет назад мы застали Новый год. Кажется, 2072 был. Да, Новый год в апреле отмечают не только на Шри-Ланке и в Непале, еще и в Таиланде, Камбодже, Лаосе, Мьянме и многих других странах. А почему именно в апреле? Кстати, дата назначается астрологами и может немножко смещаться, и она, получается, выпадает примерно на сбор урожая риса сорца. А как это связано с гороскопом? Смотри, старый год заканчивается, когда солнце выходит из фазы рыб, а Новый год начинается, когда оно переходит в фазу овна. А то, что посередине, не относится ни к одному году. Такой вот временной вакуум получается. Длится он примерно 12 часов 48 минут. О, это можно ничего не делать? Советуют как раз ничего и не делать. Не есть, не пить, не мыться, не работать, а заниматься медитациями и религиозными практиками. Эх, а когда ж тогда готовить еду? Люди об этом заботятся заранее. Вот, например, хозяева нашего гестхауса об этом позаботились более чем за сутки до Нового года и начали готовить. Давай покажем видео, как это было. Поехали. Сейчас мы готовим блюдо мункел, которое сингальцы готовят как самое главное блюдо в честь Нового года. Для этого нужно взять такой вот зеленый горошек, перемолоть его в блендере на такую вот пасту, как, не знаю, порошок, смешать его с рисовой мукой, потом в такой вот штучке сделать сироп, положить туда очень много сахара, размешать с водой, положить масло, и получается вот такая вот паста из этого всего. Затем эту пасту нужно раскатать и порезать на такие вот ромбики. Потом это нужно положить в такой вот соус из кокосового молока, из рисовой муки и немножко соли. Обмакнуть его в соусе и пожарить. И тогда это будет готово. Хотя можно и сейчас уже есть. Готов первый десяток, но этот десяток мы есть не будем. Он уйдет в храм. Сейчас я их посчитаю на сингальском. Эка, дека, туна, хатара, паха, хая, хата, ата, навая, дахая. 10. Пора попробовать. Необычный такой пирожочек, немножко похожий на печенье с горохом. Внутри совсем не жирное. Мне, в общем-то, нравится. Второе традиционное блюдо, которое шри-ланкийцы готовят в честь Нового года, и только в честь него, как нам сказали, это вот такие вот кокисы. Тесто готовится из рисовой муки, кокосового молока, немножко соли, куркума и одно яйцо. После этого тесто жарится в специальной форме, и получаются вот такие вот цветочки. Опять же, первые 10 штук нужно отдать в храм. Так, с едой мы разобрались, а теперь расскажи нам, как же встречают Новый год. В этом году в 10:05 вечера нужно было в новый глиняный горшок налить молока и вскипятить его. Ради этого хозяева нашего гестхауса даже сделали костер в доме. Сюда поставили молоко, налили, и сейчас через минуту должны зажечь огонь, и потом молоко должно стечь. И поэтому молоко определяет уже судьбу семьи на следующий год. Ну, как правило, прогноз всегда позитивный. Наверное, потому что молоко всегда выкипает. Да, поэтому они очень старались побыстрее его вскипятить. А что происходит потом? Они это молоко выпивают? Нет, они его разбрызгивают по всему дому на счастье. Ну хорошо, а потом все идут есть?
Нет, рано еще есть. С 10:05 до 10:43 было то самое время, когда нужно было готовить молочный рис, его тут называют кирибат. Сейчас на часах 10:30, а значит через 15 минут мы сможем есть молочный рис вместе с вот этими угощениями. Сейчас 10:43, поэтому уже можно есть рис, играет молитва, и наши хосты очень спешат подать молочный рис к столу. Ну и потом, наконец-то, все приступают к еде. Ну не совсем. До того, как есть, нужно было еще зажечь свечи и преподнести листья бетеля старшему члену семьи в знак уважения и почтения, и прощения обид. Мы, кстати, тоже причастились к этой традиции. А еще это еще не все. Старший мужчина в семье должен был разложить по жменьке вот этого кирибата, молочного риса, каждому члену семьи, нам в том числе, по жменьке немножко в рот. Руками? Да, потому что все шри-ланкийцы едят руками. Расскажи, пожалуйста, что еще было на столе, кроме того, что мы уже показывали в видео? Было 2 вида вкусняшек, которые мы уже показывали в видео. Еще один вкусняшек — это такие вот конфетки из рисовой муки, очень сладкие. Был также молочный рис кирибат, стояла еще тарелочка с луком нарезанным, хорошо, что он был отдельно, и бананы. Кстати, шри-ланкийцы любят есть рис с луком и с сахаром. И я так понимаю, у них на столе только религиозная еда во время Нового года. Больше они ничего сверхъестественного такого не готовят, и это никак не связано с комендантским часом и карантином. Да, они всегда готовят эти блюда, это не считается традиционной в честь Нового года. И говорят, что все семьи готовят то же самое. И отмечают они вот так вот простенько. Если бы не было комендантского часа, то были бы везде фейерверки. Мы, кстати, слышали несколько фейерверков, но говорят, что это, может быть, у людей остались запасы, не было такого буйства. Они говорят, что было бы не очень правильно сделать очень шумный праздник во время эпидемии коронавируса, когда другие люди умирают. А еще что бы они делали? Они бы дарили друг другу подарки. Обычно они, говорят, дарят друг другу одежду. И ходили бы в гости, приглашали бы людей, раздавали бы еду. На следующий день они всем селом пошли бы в храм, понесли туда еду и устроили бы игры на открытом воздухе. Но они все равно ходили в храм. Да, в храм они все-таки пошли, отнесли 3 вида вкусняшек, по 10 штук каждый. Но говорят, что в храме они встретили там всего лишь несколько человек, остальные соблюдали комендантский час, очень строго. Вот молодцы. По традиции, в первый день Нового года нашим хозяевам нужно угостить кого-нибудь обедом. Но мы не стали сопротивляться. Да, еда была очень вкусная. А сколько же длится этот вообще праздник? Потому что, к примеру, у нас после Нового года можно еще дней 5 отдыхать. Здесь А то и больше. Здесь официально отдыхают 3 дня. То есть, если бы не было комендантского часа, то люди бы вышли на работу 17 апреля. Ага. Кстати, о комендантском часе на Шри-Ланке можете посмотреть наши видео по ссылочке в описании. Кстати, скоро у нас будет еще больше видео о жизни на Шри-Ланке и велопоходе по Азии. Так что подписывайтесь на наш канал, будем на связи. И ставьте лайки. А с нами была Ольга Белинская, она обязательно к нам еще наведается. Ну все, самое главное за год проводить, что-то он какой-то был такой, ну, нормальный, но не очень. Я хочу, чтобы у всех вообще, вот как год наступит, чтобы было все хорошо, чтобы у всех кошки, люди, ну, и постоянно все встречались, обнимались, целовались, ну, чтобы так будет, так в любом случае, ну, хорошо, ну, всем хорошо.